друзья, длина готовой кокетки от начала горловины 18 сантиметров. И это соответствует к нашему размеру проймы кофточки. Поэтому можем сразу приступить к оформлению подреза. Для этого мы отделяем петли рукава. Давайте начинаем с правой стороны. Друзья, когда мы в кокетке отделили рукава и добавили петли в подрезе, и мы закончили тело кофточки, и схематично у нас вид будет кофточка вот такой. И вот видите, чтобы тело кофточки приобрело вот такой вид, друзья, мы должны с обеих сторон до треугольное место кокетки должны заполнять вот это место тела кофточки. И подровняем это место по горизонтальной линии проекции угла кокетки с обеих сторон и по переду, и на спинке. Потом наше вязание пойдет по кругу до конца по размеру. Я вам покажу этот метод, когда мы набираем петли для подреза с обеих сторон, будем заполнять вот боковые части тела кофточки с обеих сторон. Вот этот треугольный ход вязания продолжается в некоторых видах модели. Треугольное место кокетки опускается до нижней части тела кофточки. Тогда, знаете, продолжаются по регланной линии добавления накид с обеих сторон, а боковой проекции тела кофточки идет сокращение петель. Тогда то же самое, чтобы подровнять горизонтальную линию подола кофточки, применяется этот метод, который я вам покажу. Вот, друзья, я закончила на правой стороне это заполнение. Здесь добавили петли для подреза и потом приступили к заполнению боковой части кофточки. Эту сторону мы начинаем здесь, подкрепим рабочий нит вот здесь и сразу добавляем петли для подреза, а потом уже сразу начинаем здесь укороченными рядами. Здесь добавили петли, потом обратно, здесь добавили, обратно, опять добавили. Вот таким образом мы будем добавлять с обеих сторон и будем заполнять тело кофточки по бокам. Здесь я отрезаю нить. И теперь будем освободить нашу левую спицу. Вот, друзья, мы теперь на левой стороне весь этот процесс вязания будем повторять вместе с вами. По передней части здесь подкрепим нить. И в подрезе добавляем 6 петель. И при добавлении этих петель, друзья, я всегда применяю свой любимый метод. И при этом подрез получается без швов. На отдельную спицу я набираю простым способом 6 петель. И начинаю провязать эти петли. Вот, друзья, теперь мы присоединяем перед со спинкой. И при этом сразу начинаем процесс восполнения боковой части тела кофточки. Добавили 3 петли, потом 2 раза по 2 петли, потом опять 3 петли. Вот таким образом процесс повторяется. И здесь вы не должны ошибиться. И этот процесс, друзья,
добавление петель с обеих сторон осуществляется одинаково. И такая порядочность добавления петель считается стандартным для всех видов кофточки именно с таким регланом. Хоть какой размер будет кофточки, хоть сколько петель будет, или с каким пряжей вяжете, или с каким спицей, не имеет значения. Для этого, друзья, чтобы нам не ошибиться, мы не должны ошибаться, друзья, порядочности добавления петель, воспользуемся маркировками. Как я люблю этих маркировок, друзья, без них, как я обошлась бы. Вот, они нам очень такие ответственные помощники. Вот мы таким образом, друзья, приготовим по 2 петли, 3 расцветки маркировки. Желтый, серый и голубой. Ну, может, другие расцветки, как вам удобно. Как применить, это я вам сейчас покажу. Первый раз мы добавим 3 петли. И здесь поставим желтую маркировку. Поворачиваем нашу работу. И всегда, друзья, запоминайте, первую петлю на спицу берем не провязывая и протянем нить, образуем вот такой 2 ножки. И продолжим вязание на изнаночной стороне все петли изнаночными петлями. Вот начинаются петли кокетки. Здесь тоже мы добавим 3 петли. Сюда тоже ставим желтую маркировку. Поворачиваем нашу работу. Здесь тоже образуем петли 2 ножки. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Образуем петли 2 ножки и начинаем вязать все петли лицевыми петлями. Еще маркировка нам указывает, что мы дошли до петли 2 ножки. Это мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны, захватываем обе стенки петли и провяжем лицевой петлей. Эта желтая маркировка нам указывает. Теперь мы должны здесь добавить 2 петли. Добавили 2 петли. Теперь мы ставим серую маркировку. Поворачиваем нашу работу. С изнаночной стороны дошли до петли 2 ножки. Это мы провяжем таким образом. Заходим сзади левой стороны, захватываем обе стенки петли и провяжем изнаночно. Здесь тоже добавим 2 петли. Желтая маркировка указывает, мы должны добавить 2 петли. Ставим серую маркировку. Поворачиваем нашу работу. Серая маркировка нам показывает, мы здесь должны добавить 2 петли. И в следующий раз мы должны добавить 3 петли. Для этого мы ставим голубую маркировку. Поворачиваем нашу работу. Здесь тоже добавим 2 петли. Теперь ставим голубую маркировку. Поворачиваем нашу работу. Вот дошли до голубой маркировки, друзья. Эта маркировка означает, теперь нам пора здесь добавить 3 петли. Опять начинаем все заново. Ставим желтую маркировку. Поворачиваем работу. Должны добавить 3 петли. Вот, друзья, опять дошли до маркировки. Желтая маркировка нам указывает, что мы должны здесь добавить 2 петли.
Теперь очередь серой маркировки. Поворачиваем нашу работу. Вот таким образом, друзья, вы периодично меняете маркировку, и это нам каждый раз подскажет, сколько петель вы должны здесь добавить. Это нам дает такое удобство, чтобы мы могли в любой ситуации найти свое продолжение вязания. Таким образом, друзья, вы вяжете до конца, до треугольного места кокетки на спинке и до красной маркировки по переду. И когда закончим, мы с вами увидимся. Вот, друзья, дошли до последнего добавления. Остались 3 петли. Мы здесь должны добавить 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Вот здесь тоже до красной маркировки остались 3 петли, а эта петля центральная петля. Здесь до красной маркировки остается регланная петля переда. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы закончили заполнение боковой части тела кофточки и на левой стороне. Теперь, друзья, мы здесь отрезаем нить. И что у нас получилось? Вот теперь, друзья, мы начало вязания переводим вот сюда, на проекцию боковой линии кофточки. Петли переда проводим на спицу до боковой линии. Подкрепим рабочую нить. Вот, друзья, теперь мы продолжим наше вязание по кругу. Вот здесь пред маркировкой имеется петли 2 ножки. Это мы, как всегда, провяжем. Провяжем регланную петлю. Здесь в прошлый раз оставляли кончик нити. Эту нить завяжем в узел с рабочей нитью. И продолжим наше вязание. Точно такую процедуру повторим по переду, где здесь тоже мы оставляли кончик нити. И с этим, друзья, мы будем вязать тело кофточкой до желаемого размера. Вот, друзья, наши рукава до оформления выглядят вот таким образом, в треугольной форме. А когда мы уже вяжем рукава, она должна получиться вот таким образом. Вот видите, здесь тоже придется образовать целостность рукава. И мы здесь восполняем вот эту часть рукава. Здесь тоже так же применяется, как мы применяли метод восполнения крайней части тела кофточки. Сперва здесь мы все петли проводим на спицу. В области подреза видны вот петли. Вот эти петли мы поднимаем. Здесь, если мы взяли 6 петель для подреза, когда поднимаем, всегда получается 1 петля больше. Значит, мы здесь поднимем 7 петель. И наше вязание начнем с этого края. Здесь подкрепим рабочую нить и начинаем вязать. Когда дойдем до петли рукава, мы здесь, как наше стандартное правило добавления петель и вязания укороченными рядами, здесь тоже начинаем ставить свои маркировки 3 вида и начинаем здесь по этапности добавлять петли. Сперва 3 добавляем, обратно пойдем. На изнаночной стороне здесь тоже добавим 3. Опять пойдем на лицевой стороне, добавим 2. Пошли сюда, добавили 2. И вот таким образом будем восполнять нижнюю часть рукава.
И мы это будем доводить до кончика нашей кокетки. И, друзья, еще одну вещь. По ходу вязания мы должны сужить рукава. И это мы осуществляем по нижней линии рукава. И здесь по ходу вязания мы обязательно будем еще сокращать петли и сужить рукава. И когда уже дойдете до кончика кокетки, друзья, верхней линии рукава, и потом у вас свяжется круг, и вы потом будете связать рукава по кругу до такой длины, которая вам нужен.